Друзья, рады приветствовать вас на нашем канале Animals and People. Сейчас мы вам расскажем историю о человеке, который спас животных от вымирания. Джеральд Даррелл известен миру как человек, благодаря которому были спасены от вымирания несколько десяток видов животных. Он является автором первого детского фэнтези о животных. Даррелл – обожатель дикой природы, проводящий месяцы в ужасно некомфортных условиях ради исследования жизни и повадок животных. Джеральд родился в семье, члены которой обожествляли мир фауны и не представляли себя обособленными от него. Даррелл – знаменитый натуралист, изменивший нашу планету к лучшему. Джеральд появился на свет в Индии. Будучи пятым младшим ребенком, он всегда был избалован и любим всеми. Удивительно, но первое, что он произнес, заговорив в младенчестве, было именно слово «зоопарк». В 3 года мальчик лишился отца, однако всегда был окружен заботой и вниманием. Семья давала ребенку возможность свободного самовыражения, в результате чего из него сформировалась неординарная и уникальная личность. 10-летний Даррелл вместе с семьей переехал на остров Корфу, расположенный в Греции. Южное солнце, теплый климат и богатая местная природа покорили парня, который все свое время проводил на улице. Дома же Джеральд с одобрения родителей держал настоящий зоопарк, состоящий из самых разных зверей. Он мало интересовался учебой, несмотря на частые попытки взрослых привлечь его внимание к науке с помощью репетиторов. Вместо этого юноша часами наблюдал за птицами или изучал повадки различных жучков. Однако отсутствие серьезного фундаментального образования не помешало мужчине стать профессором одновременно нескольких университетов в будущем. Впоследствии натуралист рассказал о своем детстве, проведенном на острове Корфу, в книге под названием «Моя семья и другие звери». Уникальная книга популярна и сегодня благодаря позитивному содержанию и любви к животным, которой пропитана каждая страница. Этот счастливый период жизни Джеральда завершился с началом Второй мировой войны, когда Дарреллы по причине плохого финансового положения вынужденно переехали в Англию. Интересная история произошла, когда в 1943 году молодого человека должны были призвать на службу в армию. Тогда Джеральд ответил отрицательно на вопрос офицера о том, хочет ли он служить. Пораженный честностью Даррелла офицер спросил, считает ли тот себя трусом. Когда новобранец признался, что испытывает страх перед службой, офицер отметил, что для такой честности нужно обладать изрядным мужеством, и отпустил его домой. Некоторое время натуралист работал ассистентом в зоомагазине, а затем после войны устроился в Уипсницкий зоопарк. В 21 год, когда Джеральд уже мог самостоятельно распоряжаться своими доходами, он отправился в свою первую экспедицию. Молодой человек больше всего мечтал посетить все возможные места на планете, чтобы изучить различные виды животных. Свой путь он начал с экспедиции в Камерун и Гайану. Первый опыт был не самым удачным. Тогда же брат Даррелла Лоуренс посоветовал ему написать рассказ, чтобы выйти из затруднительного финансового положения. Высокая оценка читателей натолкнула новоиспеченного автора продолжить писательскую деятельность, чтобы спонсировать последующие экспедиции. Самоирония, тонкое чувство юмора и глубокие знания в области зоологии принесли ему огромный успех. Результаты писательского труда позволили натуралисту отправиться в экспедицию в Южную Америку. После этого у Джеральда было множество взлетов и падений. Все это время он мечтал открыть собственный зоопарк, где мог бы содержать самые редкие виды животных, которые находятся на грани исчезновения. Зоопарк стал главной целью жизни Даррелла. Зоопарк, о котором так мечтал Джеральд, наконец был основан в 1959 году. Несмотря на то, что предприятие приносило только убытки вместо прибыли, преданный своей цели натуралист продолжать вкладывать в него все средства. В будущем именно этот зоопарк стал фундаментом для основания нескольких существующих по сей день фондов, деятельность которых направлена на сохранение редких видов диких животных. Помимо литературных произведений, легендарный натуралист также известен по фильмам, посвященным дикой природе. Даррелл считал, что животные ничем не хуже или глупее людей и заслуживают нормальной жизни.
Мужчину волновало все, что происходило в мире фауны, от судьбы маленькой ящерицы до забавных проделок обезьян. Каждый зверь являлся для него полноценной личностью, которая обладает неповторимым характером. При этом он никогда не делал чего-либо, чтобы подчинить себе животное или посадить его в клетку. Он умел созерцать природу и искренне наслаждаться ею. А этой способности так не хватает многим людям. Историй о людях, которые любят всю живую природу, мало, но о таких людях, как Джеральд, должны знать и взрослые, и дети, чтобы привить любовь к животному миру. Тогда меньше будет совершаться насильство над ними и будет прививаться хоть какая-то ответственность. Как вам история? Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Заходи в профиль.